Раненый волк вышел из леса и остановился прямо перед женщиной. Он не рычал и не убегал. Вместо этого он развернулся и начал уводить ее вглубь леса. Марина долго не решалась идти за ним, но все-таки пошла. И когда волк привел ее к старой хижине, и она открыла дверь, то увидела то, к чему была совершенно не готова. Поздним осенним вечером Марина возвращалась домой через лесную дорогу. Небо быстро темнело, ветер гнал сухие листья по тропинке, и вокруг стояла почти полная тишина. В этих местах люди редко ходили после заката, но Марина привыкла к одиночеству и не боялась леса. Внезапно впереди между деревьями она заметила движение. Сначала Марина решила, что ей показалось, но через несколько секунд из тени вышел большой серый волк. Он остановился на расстоянии нескольких метров и внимательно посмотрел на нее. Любой на ее месте, наверное, испугался бы, но Марина много лет прожила рядом с лесом и знала, волки почти никогда не подходят к людям просто так. Она заметила, что волк стоял неровно. Его задняя лапа была в крови. Животное не рычало и не скалилось, оно просто смотрело на нее. Прошло несколько долгих секунд. Затем волк медленно повернулся и сделал несколько шагов в сторону леса. Через пару метров он остановился и снова оглянулся, будто проверял, идет ли она за ним. Марина почувствовала странное ощущение. Казалось, что зверь пытается что-то показать. Она осторожно сделала шаг вперед. Волк снова пошел дальше. Так они прошли через густые заросли и старые сосны, пока не вышли к заброшенной охотничьей хижине, которая давно стояла пустой. Дверь была приоткрыта. Волк остановился у входа и тихо заскулил. Марина медленно подошла ближе и заглянула внутрь. То, что она увидела, заставило ее замереть. На полу лежала мертвая волчица. Рядом, прижавшись друг к другу, тихо пищали 3 маленьких волчонка. Они были еще совсем крошечными. Марина сразу все поняла. Кто-то из браконьеров застрелил волчицу. Судя по следам крови и гильзам возле хижины, это произошло совсем недавно. Волк, вероятно, пытался защитить свою семью и тоже получил ранение. Теперь он остался один с детенышами и, похоже, понял, что сам не сможет их спасти. Марина осторожно присела на корточки. Волчата были холодными и очень слабыми. Она медленно подняла одного из них на руки. Волк стоял рядом и внимательно наблюдал. Он не проявлял ни агрессии, ни страха, только усталость. Марина посмотрела на раненую лапу волка. Пуля лишь задела ее, но рана была глубокой. «Ты привел меня сюда», — тихо сказала она. Волк просто смотрел на нее. Марина понимала, что оставлять их здесь нельзя. Без помощи волчата не переживут даже одну ночь. Она аккуратно завернула детенышей в свою куртку и поднялась. Волк молча пошел рядом. Дом Марины находился на краю небольшой деревни. Когда она вошла во двор, уже окончательно стемнело. Она разожгла печь, приготовила теплое место для волчат и начала осторожно обрабатывать рану волка. Животное терпеливо лежало, словно понимало, что ему помогают. Прошло несколько дней. Волчата постепенно окрепли. Они начали больше двигаться, тихо пищать и исследовать комнату. Волк тоже медленно восстанавливался. Он почти все время находился рядом с Мариной, наблюдая за тем, как она ухаживает за малышами. Иногда по ночам он тихо выходил во двор и долго смотрел в сторону леса, но всегда возвращался. Со временем жители деревни начали замечать следы волка возле дома Марины. Слухи распространились быстро. Некоторые люди испугались. Однажды несколько мужчин пришли к ее дому и потребовали избавиться от зверя. Марина спокойно вышла к ним. «Он никому не причинит вреда», — сказала она. Мужчины не поверили, но в этот момент волк появился на крыльце. Он просто стоял рядом с Мариной, не проявляя агрессии. И все вдруг почувствовали, что этот зверь защищает ее так же, как она защитила его семью. Прошло еще несколько недель. Когда волчата подросли и стали достаточно сильными, Марина отвела их обратно в лес. Волк долго стоял рядом с ней на опушке. Он посмотрел на волчат, потом на Марину. И медленно ушел вглубь леса вместе со своей маленькой стаей. Марина еще долго смотрела им вслед. Она понимала, что в тот вечер в лесу произошло нечто редкое. Раненый волк доверился человеку, и благодаря этому доверию удалось спасти целую семью.